Слава Украине, приветствуем от Полонского. Собирается огромная армия, 80 тысяч штыков, да. 80 тысяч штыков готовы в любой момент, точнее еще не готовы, но вот буквально в течение очень короткого времени готовы перевернуть ситуацию на фронте. И это не может не беспокоить. Речь идет, конечно же, о Йемене. Да, а вы что подумали? Да. Значит, в Йемене собирается армия 80 тысяч человек для того, чтобы перекинуть хуситов. Да, вот это интересно. Давайте я вам объясню, что там происходит и почему это так интересно нам. А это нам действительно очень интересно и отражается на наших карманах, прежде всего, и не только. Значит, Йемен находится на Красном море. Да, это страна, которая находится на Красном море и фактически запирает Красное море, его выход в Индийский океан. И через него, именно через Йемен, именно через это узюсенькое Красное море, которое можно прострелить из пушки, вся мировая торговля идет на Суэцкий канал и дальше кто в Черное море, кто в Средиземное море, и распределяют товары уже по Европе и в Украину в том числе. Да, а когда, соответственно, хуситы обстреливают те самые корабли, они начинают плавать вокруг Африки, чтобы по ним не попали из ракеты или еще какой-нибудь гадостью, или, значит, беспилотником морским. Что удорожает стоимость товаров, которые поступают в том числе и к нам. Нафиг это нам не надо. Ну и вообще безобразие, когда, значит, какие-то бандюки в басалаптях обстреливают корабли, которые возят мирные грузы. А речь идет только о мирном судоходстве. Да. Так вот, Йемен состоит из как бы двух частей. Ну, тут я выдумываю. Йемен на самом деле состоит из множества частей. Из них две части это большие. Значит, одна часть это правительство в Сане, это хуситы. Те самые, кого поддерживает Иран. Другая часть это та, которая находится в Адене, столица Аден. Это два больших города в Йемене. И это правительство поддерживается державами Персидского залива, а также Соединенными Штатами Америки, ну и вообще, скажем так, всеми, кроме Ирана. Да, вот так понятно. То есть есть два больших правительства, также есть масса других вариантов там, ну, например, есть районы, которые вообще, они там страшновато выглядят, эти районы, далекие от цивилизации, которые, например, контролируются Аль-Каидой. Есть районы, которые контролируются никому не подотчетными вообще местными хамулами, племенами, да, то есть там вообще капец, вот, и какого-то, скажем так, влияния на них правительство то или иное не имеет. То есть там очень разные есть районы, но два больших правительства. Интересно, что значит, хуситы, они занимают более-менее предпочтительную, трудно сказать. Хуситы занимают ту часть побережья, которая непосредственно выходит на Красное море. Да, вот Сана, Ходейда, и это выход на Красное море. Что же касается той части Йемена, где международно признанное правительство со столицей в Адене, оно выходит на Индийский океан. Вот. И то очень важно. Интересно, что вот раньше, ну, плюс-минус, вот то, чем обладает сегодня международное правительство, это было в свое время Народная Демократическая Республика Йемен, да. А то, что сейчас хуситы, это когда-то было плюс-минус Йеменской Арабской Республикой, которые между собой имели не очень хорошие. И там йемениты, да, йеменцы живут. Но вот они как бы друг с другом постоянно не контачили, точнее вот их президенты никак не могли найти общий язык. Так оно вот худо-бедно по сегодняшний день и есть. И вот, видимо, США, Саудовской Аравии, Эмиратам и так далее надоели художества хуситов, тем паче они с ними уже не раз воевали, и они решили это немножечко дело все прекратить. Тем паче, чтобы хуситы не мешали мировому судоходству, и они решили как минимум отрезать их от Красного моря, оставив, как говорится, отодвинув их к Сане, вот, а вот этот вот участок вдоль Красного моря у них забрать. И вот для этого в Йемене сейчас набирают 80 тысяч человек. Я так думаю, что там будут не только йеменцы, там будут из разных стран наемники, с тем, чтобы как следует долбануть по хуситам, как говорится, открыть против них второй фронт, и для начала отжать у них Ходейду и побережье, а потом уже, воспользовавшись тем, что Иран больше не сможет им помогать, добить их уже в Сане. Ну, вот как-то так выглядит эта задумка. Получится это или не получится, я вам сразу не скажу, потому что никто этого не знает. Хуситы, ну, они, знаете, как Талибан в Афганистане, они имеют
частично широкую, скажем так, поддержку в местном обществе, учитывая малые запросы, минимальные, точнее, запросы местного населения, готового, знаете, из-за какой-то ерунды переживать любые трудности и невзгоды, то, короче говоря, чем эта война закончится, непонятно, потому что уже один раз Саудовская Аравия и Эмираты со всей своей бронетехникой с хуситами воевали, но там горы, эта бронетехника горела, вот, и это все стало, как говорится, до лампочки, потому что они там воевали с ними, ничего не получилось. Вот. А чем закончится новое наступление, посмотрим, все зависит от того, насколько Иран сможет помогать хуситам. И вот тут вот эта международная коалиция, которая там ходит сейчас в Индийском океане и Красном море, если она сможет эти вот джонки, джонки, смеюсь, конечно, там по-другому эти корабли называются, маленькие деревянные, на которых перевозят оружие, боеприпасы, все, что хочешь из Ирана. Вот. Или если, например, хуситы станут частью международного договора с Ираном по атомному соглашению, тогда хуситы завалятся. И довольно быстро у них просто нечем будет воевать. Вот. И вот тут мы приходим к второй части Армагеддонского балета. Это договор с Ираном, возможно, который, может быть, заключат Соединенные Штаты. Но это не точно. Никто не знает, будет ли он или не будет. Значит, смотрите, на сегодняшний день Трамп просыпался в угрозах Ирану, да мы их разбомбим, да мы их то, да мы их все. В принципе, ну что, людоедский режим, конечно, никакого сочувствия или симпатии он не вызывает, этот, я имею в виду, иранский режим, тут абсолютно очевидно. Ничего хорошего о нем сказать нельзя вообще. Но, понимаете, ляпать языком, что я их разбомблю, я им то, я им все, ну, я бы не стал. Почему? Потому что за этим должны какие-то действия следовать или что-то, как говорится, чтобы ты не выглядел болтуном. А Трамп в очередной раз бла-бла-бла-бла-бла, знаете, язык помело, говорю все, что угодно, и на него перестают уже обращать внимание, потому что он там санкции вводит, санкции выводит, санкции вводит, санкции выводит, а как попало, а то так, а то сяк. Вот такой кавардак во внешней политике, ничего не понятно, что он вообще хочет, что он делает. То есть он выглядит несерьезно, в том числе и с Ираном он начинает выглядеть несерьезно. Поэтому я же говорю, вот эта часть сделки, которая может касаться хуситов, она может быть достижимой, а может быть недостижимой из-за того, что не будет заключена основная сделка по иранскому ядерному оружию. А самое страшное, что Трамп наплевал на Украину и по-скотски отнесся к Украине, к Зеленскому, и которая отказалась от ядерного оружия. Иранцы смотрят на Украину и говорят, ну что, посмотрите, смотрите, вот что с ними произошло, полюбуйтесь. Вы что хотите, чтобы с нами так было? Мы что, похожи на сумасшедших? Не, мы не будем отказываться от ядерного оружия. И, по всей видимости, они таки захотят его создать. Что им предлагает на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки? Опять-таки, это благодаря Путину этому. Они говорят, а давайте мы у вас это ядерное, в смысле не ядерное оружие, никакого пока официально нет, а вот обогащенный уран вас заберем и отправим его на Россию. Пускай оно на Россию у Путина будет храниться, но оно будет вашим формально. Вот. А также мы вот устроим, значит, страховку для международных компаний, чтобы они могли спокойно, значит, инвестировать в иранскую экономику, вот, чтобы вам было веселее жить, этим аятоллам, да? То, что им предлагают сейчас Соединенные Штаты. Не знаю, пойдут на это иранцы или не пойдут. Они уже говорили, что их не устраивает размещение их собственного обогащенного урана на территории третьей страны, в данном случае России. А если Россия развалится, тогда что? Ну, это отдельная история. Да. Они говорят, что пускай оно будет лежать, все это, значит, весь этот уран пускай будет лежать у нас под присмотром МАГАТЭ. Вот. Чтобы нам его не пришлось, если мы в очередной раз погавкаемся с США или с Россией, чтобы нам не пришлось его опять сначала, значит, добывать и все это делать. И там вот сейчас переговоры идут, они торгуются до нестямы, что называется. Еще раз говорю, вот зря Трамп ляпал языком о том, что он может бомбить Иран. Дело в том, что бомбить Иран проблематично, я уже об этом говорил. Персидский залив. Иран имеет огромное побережье на Персидский залив. Он простреливается точно так же, как Красное море. Представьте себе, хуситы несчастные с басалаптями чуть не перекрыли Суэцкий канал и Красное море. А что ж говорит за Иран, который в 1000 раз мощнее хуситов? Если по нему полетит, он просто прекратит любое судоходство по Персидскому заливу. Поэтому не надо было ляпать языком, надо было более умные аргументы выдумывать. Но знаете, где Трамп, а где умные аргументы. Жалко просто времени. Вот, так вот сейчас будем, как говорится, ждать, чего они там нового придумывают. У каждого же свои, как говорится, предложения. Нам что главное? Нам главное, чтобы это все не скатилось к войне.
Вот. А еще желательно, чтобы Ирану дальше дали побольше выхлопнуть нефти на мировые рынки. Запасов нефти в Иране до и больше. Вот. И это как бы понизило бы цены на мировом рынке, что было бы замечательно. Это бы оставило, в свою очередь, Путина без денег, что было бы тоже замечательно. Вот. Ну а с Ираном пускай договариваются по поводу ядерного оружия, но перспективы, скажем так, что он от него откажется, просто никакущие.